Ну, я думаю, можем, в принципе, приступать по чуть-чуть, понемногу. Как я уже сказал ранее, тема у нас будет E2E-тестирование и его польза для бизнеса. Попытаюсь максимально передать, чем полезно E2E-тестирование для бизнеса, для команды проектов, для продуктовых команд, для команды тестировщиков, зачем это нужно знать проект-менеджерам, продакт-менеджерам и всем, кто связан, в принципе, с разработкой программного обеспечения на сегодняшний день, либо с бизнесом, который собирает делать какое-то программное обеспечение. Для кого это будет полезно, а для кого, возможно, не стоит внедрять это тестирование. Будем говорить о качестве. Возможно, кто-то знает, ответит в чат, что такое качество, по вашему мнению, в сфере разработки программного обеспечения. Software development. Если кто-то знает, буду ждать ответы в чат. Подожду буквально минуту, если нет, то расскажу сам. Окей. Качество в нашей области end-to-end, да, end-to-end это круто. Качество в нашей сфере, чтобы не ломалось, тоже неплохой вариант, да. Небольшие задержки я, наверное, вижу. Но окей, давайте я сразу расскажу, что такое качество и как оно измеряется в нашей сфере. Все довольно просто. Это качество — это удовлетворенность продуктом конечным его пользователям, то есть нашим клиентам. И отсюда выплывает много довольно составляющих, но самая основная, которая говорит сама за себя, составляющая, это чтобы пользователь скачал наш продукт, ему понравилось, и он остался в нем на длительное время. Для этого продукт должен поступить на рынок вовремя и должен быть качественным. Должен быть крутым, классным, должен быть удобным в использовании, должен быть простым в использовании, должен быть прозрачным UX, все должно быть интуитивно и так далее и тому подобное. Вот про что говорит качество в разработке программного обеспечения. Слайд, который вы сейчас видите, это, в принципе, не скажу даже, что такая как бы загадка, это просто работа на внимательность, да? Что такое E2E-тестирование, и там в конце мы об этом еще немножко вспомним. Перейдем к более предметным вещам. И все-таки рассмотрим, что же такое end-to-end тестирование, E2E тестирование, chain тестинг, либо просто сквозное тестирование. Много определений, по сути, означает одно и то же, и определение вроде бы несложное. Это вид тестирования, используемый для проверки программного обеспечения от начала до конца, а также его интеграция с внешними интерфейсами. Почему такое задумчивое выражение лица у мема, у парниши, я не знаю, как правильно назвать? Потому что вроде бы все просто, но чем все это дело отличается от простого тестирования? От мануального тестирования, автоматическое это тестирование, либо от юнит-тестирования, интеграционного тестирования. И какое место вообще это занимает в разработке, когда это используется? И нужно ли это вообще использовать и тратить на это деньги бизнесу? Вопросов возникает довольно много. Когда мы говорим о E2E тестировании или end-to-end тестировании, мы имеем в виду комплексное тестирование процесса работы приложения. От начала его и до конца. Это не просто проверка каких-то отдельных функций или компонентов, это тестирование всех систем в условиях максимально приближенным к реальным. Ну или по-нашему к продакшену. Суть E2E-тестирования довольно проста. Убедиться, что весь поток работы программного продукта функционирует так, как от него ожидает пользователей, ну и, конечно, наш продакт owner, да, чтобы он был удовлетворен. На много вопросов нет ответа. Вопросов появилось еще больше, скорее всего. На сегодняшний день технологии наши движутся довольно стремительно. Бизнес развивается очень стремительно. У нас прошел уже век миллениум, сейчас уже век IT у нас начался. И
бизнес с технологиями движется просто на перегонке. Если мы поговорим даже о сегодняшних наших там продуктовых компаниях, великанах в Украине, такие как Розетка, Комфи, Ева там, и так далее и тому подобное, то мы можем увидеть, что бизнес развивается очень быстро, но при этом продукты, которые они представляют, часто отстают за теми технологичными новинками, которые есть на сегодняшний день. Представьте себе, да, что такие большие компании, либо продукты, как Google, там, Microsoft и так далее, изначально бы выпустили какой-то продукт, который был бы с каким-то багом, да, какое-то приложение. Вот для нынешнего пользователя, чем бы это могло быть чревато на сегодняшний день? Скорее всего бы нынешний пользователь, тот, который привык смотреть какие-то тиктоки по 15 секунд, получать эмоциональную эйфорию, он бы просто покинул это приложение, быстро бы его удалил, и если это приложение не какое-то там жизненно необходимое, то он бы больше к нему никогда не вернулся. Я думаю, что в разрезе этого доклад будет полезен практически каждому, кто касается программного обеспечения, как разработчику, так и тестировщику, опять же, проект-менеджеру, всем, кому говорил выше, потому что для каждого есть свои плюшки в данном докладе. Опять же, если мы выпускаем продукт, который не навеивает нам качество, который не показывает нам качество, который сложный в использовании, который имеет кучу багов, особенно если эти баги критические. Следующая выплывающая будет примерно такая, да, мы потеряем доверие клиента в репутацию. Я думаю, что из нашумевших, да, наших продуктов крутых из Украины, допустим, тот же Монобанк, если бы он изначально не зарекомендовал себе простотой своего использования, прозрачностью своего использования, а мы встретились бы сразу с кучей багов, как это произошло в некотором времени с Privat24, то мы бы не пользовались этим продуктом. Этот продукт бы не стал бы настолько популярным. Сейчас это действительно крутой продукт, потому что у него есть репутация, у него есть доверие клиентов. В ином бы случае это привело бы к самому худшему финансовых потерь. Соответственно, сокращению штата, соответственно, скорее всего, бы продукт в скором времени загнулся. Это не голословные вещи. Как мы знаем, стартапы по всему миру, в Украине в том числе, закрываются довольно быстро, в течение первого года, максимум 2 года. 95% стартапов прекращает свое существование. И сфера разработки программного обеспечения — это не исключение в этом плане. Разберемся более детально, чем само E2E-тестирование отличается от других видов тестирования, таких как юнит-тестирование, integration testing, да, и в чем, в принципе, разница и почему оно наверху пирамиды самое. Я думаю, что про юнит-тестирование можно было бы спросить у разработчиков вполне в чате, потому что в основном они занимаются этим, да, то есть они написали какой-то фрагмент, какой-то функционал и пишут к нему какой-то проверочный код, который будет проверять конкретно этот функционал. E2E тесты, в отличие от юнит-тестирования, смотрят на приложение в целом. Подумайте об этом как о процессе проверки, я не знаю, типа автомобиля, да? Вот. Можно юнит-тестирование у нас бы проверяло бы двигатель, в отдельности, как функционирует двигатель, тормозная система, там еще что-то. Интеграционная система проверяла бы, каким образом взаимодействуют между собой двигатель и тормозная система, вообще там тормозим мы, не тормозим, каким-то образом там подача топлива может остановиться, еще что-то. Вот это об этом. Другой вариант, который можно было бы привести, пример, это, например, отправка письма, да, там какая-то почтовая, новая почта, отправка посылки. Если юнит-тестирование будет у нас тестировать коробку, качество письма, возможно, самого доставщика, то E2E тестирование будет тестировать сам процесс полностью.
процесс того, каким образом это письмо доставляется. Если мы говорим, возвращаемся к машине, то тестирование будет тестировать, каким образом машина ведет себя на дороге. В дождь, в плохую, в хорошую погоду, в жару, в определенном климатическом поясе, в среде и так далее и тому подобное. Как она себя ведет в отношении водителя, да, то есть удобно ли водителю ним пользоваться во время поездки на большой скорости, либо на маленькой скорости. Вот это будет тестировать, проверяться как раз тестированием. В условиях современных технологий, когда у нас множество взаимосвязанных систем, интеграций и сложных взаимодействий, тестирование становится критически важным. Оно помогает удостовериться нам, что приложение или система работает без сбоев в разных ситуациях и сценариях, что особенно важно в сложной динамичной среде современного бизнеса и, опять же, подчеркну, современной технологии. Так почему же тестирование у нас стоит наверху этой самой пирамиды, и что вообще означают эти стрелочки? Эффективность и полнота. Во-первых, потому что юнит-тестирование у нас все-таки будет более очевидным, да? Более очевидным, более быстрым, более эффективным. Мы будем проверять только один какой-то функционал, который мы уже создали, и он проверяется, в нем меньше ошибок возникает, потому что если меняется функционал, соответственно, меняются и юнит-тесты, он легче в поддержке, так как нету никаких там интеграций, взаимосвязи с другими системами и так далее и тому подобное. Намного более эффективно юнит-тестирование, если мы говорим о ранних стадиях разработки и определения ошибок на ранних стадиях разработки. Почему тестирование у нас на самом верху пирамиды? Если в процентном соотношении, то юнит-тест это примерно там где-то 52%, плюс-минус там где-то integration там 28%, это я так с головы, примерно в таком соотношении это используется в больших проектах. И тестирование там где-то 10% занимает. Тестирования не будут эффективными на начальных этапах разработки. Тестирования не настолько простые в поддержке, как юнит-тесты. Почему, рассмотрим позже. Но тестирование дает нам твердость шага, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в нашем бизнесе, уверенность в том, что наше тестовое покрытие нашего продукта хорошее, полное, что наш продукт стабилен. И мы это можем ощущать практически на каждом проекте. Когда новая выливка какой-то версии, да, и у нас там мы приступаем к какому-то регрессионному тестированию, или мы переживаем, будто project manager, будто разработчик, что что-то могло поработать, завалиться, упасть, работать не так. Мы это ощущаем практически каждый. Поэтому полнота тестового покрытия как раз за это отвечает тестирование. Дает нам уверенность в завтрашнем дне на нашем проекте, на нашем продукте. Рассмотрим более детально те вещи, которые тестирование сегодня нам дает, какие плюшки. Их будет довольно много, обсудим их все, постараемся кратко, чтобы не задерживаться. И первое – это общая картина уверенности в системе. Тестирование позволяет охватить все аспекты приложения, понять, как они взаимодействуют между собой. Это не только уверенность в стабильности продукта, но и позволяет быть уверенным, что пользовательский опыт не будет нарушен из-за непредсказуемых ошибок. Тут вроде бы все ясно, какого-то широкого объяснения, думаю, что еще больше не надо. Да? Повышение качества релизов и уменьшение рисков. С тестированием это особенно при использовании таких инструментов, как Cypress, которые я покажу, и мы поговорим немножко позже, команды могут значительно уменьшить количество ошибок в релизе. Это приводит к большему доверию со стороны клиентов и уменьшает риски негативных отзывов и потери пользователей из-за багов в принципе. Эффективное взаимодействие CI/CD. Ой, очень классная штука. CI/CD это прям
очень круто для больших проектов, большие проекты без CI/CD, продуктовые проекты, в принципе, проекты со сложной логикой, с большим количеством пользователей, с кучей разных тестовых сред, они практически невозможны. Скорее всего, там разработчики, может, project manager и так далее понимают, что это такое, это, да, там, continuous integration, continuous development. То есть это, по сути, образно-необразно говоря, беспрерывная разработка. То есть, когда у нас есть, допустим, несколько сред разработки, такая как stage какой-то, да, препрод, ветка у разработчика локальная и непосредственно продакшн. Если это представить, если это большой продукт, сколько нужно либо тестировщиков, либо сколько надо, а если это еще и на микросервисах, сколько нужно тестировщиков, сколько нужно людей, чтобы проверить на каждой этой тестовой среде, что ничего не упало и все работает. Зачем проверять на каждой среде? Я думаю, что объяснять не надо. У нас песочница, либо какой-то там стейдж. Зачастую это какой-то дешевый сервер, препрод может там немножко подороже, и он немножко более-менее сведен к состоянию прода, но чаще всего это не так, потому что это занимает, опять же, довольно много времени. И прод — это уже среда, там, где весь функционал работает так, как это было задумано. Как раз в этом плане нам помогает E2E-тесты, очень круто. И такой инструмент, как Cypress. Что еще крутого в E2E-тестировании? Опять же, тут мы больше останавливаемся на автоматизированном E2E-тестировании, хотя, возможно, и мануальном. Довольно редко, по сути, тестирование с помощью use cases, да, пользовательских историй, это именно об этом. Но если мы говорим непосредственно о E2E-тестировании, то в 80%, 85%, наверное, даже процентных случаях это будет тестирование автоматизированное. И тут круто, потому что такие инструменты, как Cypress, там Selenium, Playwright, они нам дают разнообразие браузеров окружений. Так как насколько... Окей, ладно, это такое. Браузер окружений. То есть, допустим, тот же самый Cypress, он нам предоставляет возможность прогнать эти E2E-тесты как раз в каждом браузере, да, те, которые написаны были. Таким образом, проверить, что в каждом популярном, либо не очень популярном, либо новом браузере, в новой версии браузера все работает как нужно, как нам запланировалось, что нигде нет никаких сбоев. Ну и сам Cypress непосредственно, быстрая обратная связь благодаря инструментам, таким как Cypress. Это современный инструмент для E2E-тестирования, который предоставляет возможность быстро писать, выполнять и отлаживать тесты в реальном времени. Ну, тут вот такое как бы личико, вроде бы неплохо по E2E-тестированию. Дальше задачка будет похуже, посложнее, решать ее не надо. Вот, таким образом я хотел показать, что дальше у нас будет в нашем Твиче, в нашем стриме, у нас будет небольшая презентация того, как это выглядит. Я не буду углубляться сейчас сильно в код, тем более, что не могу показать какие-то, да, там более рабочие проекты, это будет некорректно, но показать, каким образом это работает. Грубо говоря, вот здесь находится наш документ, в котором у нас записаны все наши тесты. Это папка с документами, соответственно, которая находится внутри проекта. И, кстати, нет, тоже не обязательное условие. Здесь у нас непосредственно тесты, которые мы хотим сейчас пройти. То есть выбираем файл, да, и они запускаются автоматически. Мы можем их прервать. Ну и давайте посмотрим, как это уже работает. Вводится email, вводится описание, все довольно быстро. Может быть, для начала непонятно, когда у меня был Mac немножко постарее, оно работало медленнее. Вот. Грех жаловаться, конечно. Но Cypress нам дает замечательную возможность просмотреть каждый шаг.
Мы можем видеть, какое поле мы получили, да, поле, каким образом мы его получили, с помощью какого атрибута. Дальше у нас мы печатали, да, мы напечатали email. И дальше мы проверяем, что в этом поле у нас есть этот email, и он нормально отображается. И так мы можем проверить абсолютно любой шаг. Каждый шаг, который мы выполнили в нашем тесте, просмотреть assertion, что все работает корректно. В другом же случае, если что-то будет работать некорректно, здесь на assertion мы получим какое-то красное уведомление, да, и будет уведомление о том, что я не смог там найти какой-то класс, не смог найти это поле, либо email в этом поле не равняется данному значению. То есть, по сути, этот код делает всю работу за нас. Он заходит на сайт, проверяет, печатает, регистрируется. И это очень круто. Просто представьте для себя продукт, там, да, какой-то, обыденный, типа там финтеч продукт какой-то там, в котором пользователь, он на микросервисах, куча всяких сервисов, он заходит там, регистрируется, надо проверить флоу, регистрируется на самом сервисе, вводит там новое имя, новую, там заполняет какие-то данные, потом там пройти верификацию там карты, вот, потом зайти проверить, что этот продукт, допустим, там подписка какая-то списала у нас деньги, то есть перейти в этот продукт, проверить, что у нас списались деньги с карточки, проверить остаток, сколько осталось на карточке, и потом зайти обратно в приложение, проверить это все. Вот. И это основной функционал, который нужно проверять абсолютно каждый раз. Вот. Представляете, сколько на это время тратится? Это плохо как для бизнеса, так и довольно рутинно для тестировщика, потому что это вызывает некое выгорание, да, там для тестировщика. Хотелось бы, чтобы решались более креативные задачи с помощью там, мануального тестирования, да, там какие-то новые фичи. Именно там пользовательский опыт, он использовался именно для этого. А такой инструмент, как Cypress, и E2E тестирование тоже как инструмент, как раз предназначен для таких задач. И довольно удобно, потому что необходимо лишь проанализировать ту информацию, которую ты уже написал и создал ранее. Окей, с примером закончим. Идеального не существует, не для всех это подходит, есть свои минусы. Первое – это сложность настройки и поддержки. Как правило, сложнее настроить и поддерживать именно E2E тест. Требуются специальные инструменты, определенные навыки и ресурсы. Если разработчик, да, он пишет код, и он понимает, как его проверить, то чтобы сформировать какую-то команду автоматизированных тестировщиков, для этого нужно время. Особенно если создавать ее там с нуля в уже какой-то работающей компании. Это непросто. Нужно выбрать инструмент, который подходит под наши задачи. Нужно научиться одному из языков программирования, будь то Python, JS, либо Java. И это довольно трудозатратная штука. Время выполнения. Такие тесты, как правило, занимают больше времени по сравнению с другими видами тестирования, такими как юнит-тесты. Это может замедлить процесс разработки и выкатки, в принципе, новых версий приложения. Там, если мы выкатываемся там, каждые 2 недели, каждый спринт, то, что вполне нормально, то с этим могут быть проблемы. Опять же, тут вопрос организации, вопрос, насколько большой проект, насколько это, в принципе, целесообразно. Ложное срабатывание. Из-за своей сложности E2E-тесты могут давать ложные срабатывания, что может привести к неоправданным затратам времени и денег для бизнеса в принципе. Почему они это дают? Ну, потому что, например, мы здесь где-то, да, решили не через email авторизироваться, там, через телефон. Это там простой пример, да, бывают там более сложные, да, какие-то моменты. И мы это не учли, мы это не изменили в E2E тестах. Вот, там могут быть какие-то взаимосвязанные компоненты, мог поменяться банк какой-то. И все абсолютно меняется. То есть поддержка всей этой ситуации, она довольно
может оказаться дорогостоящая с неверным подходом, либо при использовании E2E-тестов в том контексте, где они не должны использоваться. Да, такой вопрос уже, типа, так нужно или нет, что ты мозги пудришь. Вопрос, я не скажу, что сложный, опять же, все ситуативно. E2E-тесты могут быть как избыточным видом тестирования, так и одним из самых полезных вещей, которые там, вы внедрили в свой проект, который будет улучшать ваше качество с разу в раз. Тут я еще решил остановиться, да, ту пользу, которую нам дает это для бизнеса. Опять же, обеспечение целостности продукта. Охватывает все основные пользовательские сценарии, гарантирует, что функционал работает именно так, как задумывалось от начала и до конца. То есть мы понимаем, мы смотрим на все, на то, как прогоняются эти E2E-тесты, мы понимаем, что это работает таким образом, как это задумывалось изначально. Все интеграции системы, все сервисы, которые у нас есть, все работает классно, все работает одно за одним, выполняется правильно и ничего не ломается. Меньше регрессивных ошибок. При внесении каких-то изменений, новых продуктов, новых фич, изменения чего-либо, прогнали E2E-тест, увидели, есть ли у нас ошибки, что-то, на каком этапе они возникли, и сразу поняли, в каком месте у нас проблема. Ну, классно, реально круто. Там, либо, если это, опять же, мы возвращаемся к CI/CD на стейдже, либо на препроде, с чем связана проблема, на стейдже проблемы не было, на препроде появилась. Очень классная штука. Быстрое обнаружение проблем. Опять же, то, что сказал ранее. Обнаруживаются проблемы гораздо быстрее, потому что ты запустил эти тесты, хорошо настроены, если они правильно написаны, тогда, когда это нужно, о чем мы поговорим дальше, то будет следом повышаться доверие к продукту, потому что минимальное количество ошибок после этого будет. На это нужно будет потратить деньги, на то, чтобы написать E2E-тесты, на это нужно будет потратить время, создать архитектуру, дизайн всей этой ситуации, да, как это будет взаимодействовать с основным приложением. Но когда все это будет сделано, то доверие к продукту как от продукт-овнеров, так и от клиентов, непосредственного бизнес-заказчика, оно будет повышаться, уверенность будет расти, что мы делаем все правильно, что у нас минимальный риск. Снижение затрат на поддержку. То, о чем я говорил ранее. Изначально, да, затрат довольно много, обучение персонала, нанять новый персонал, разработка, опять же, архитектуры, но при этом спустя время, когда все это создано, сделано, снижение затрат на поддержку, оно будет очевидно и гарантировано. То есть, да, мы не будем терять наших клиентов. Ну и преимущество использования инструментов, таких как сайт. То есть крутая штука, все видно, можно использовать разные браузеры, которые у тебя установлены на компьютере, да. То есть вот у меня есть Chrome и Electron. Electron это встроенный, тоже, да, там от Chrome. Вот, Chrome, тот, который есть у меня просто на компьютере. Если я установлю сюда Mozilla, Opera, Firefox, все эти браузеры также сюда добавятся. И я смогу протестировать в каждом из них абсолютно. На закусочку, такая у нас классическая украинская закусочка, вот, то, что мы получаем, это очень крутые плюшки, это прям, ну, я думаю, то, о чем мечтают все, там, ну, такие, наверное, все-таки какие-то сказочные мечты, которые далеко от реальности, но я считаю, что их нужно там приближать, да, это прогнозируемость разработки. Говорят, что на дороге, да, там вот когда ты там учишься за рулем быть, первое, что ты должен понять, что ты должен делать, ты должен быть предсказуемым для других участников дорожного движения. Тут все то же самое, то есть
Но мы должны понимать, куда движется наша разработка. Мы должны понимать, где у нас есть слабые места. Мы должны понимать, можем ли мы внедрять что-то новое и выкатывать версию, либо нам пока лучше с этим не спешить. И все это нам дает E2E тестирование. Это одно из ключевых преимуществ, я сказал бы, E2E тестирования. Сделать процесс разработки более предсказуемым. Опять же, защита от критичных ошибок. Если мы выльемся с критичной ошибкой в какой-то части приложения, в которую мы там не протестировали по той или иной причине, потому что тестировщик, который отвечал за нее, заболел, потому что мы думали, что там никак оно не может этого коснуться и так далее, то E2E тестирование прогнал тесты, мы увидели, работает, не работает, взаимодействует, не взаимодействует между собой этот функционал. Очень важная штука, классная. Наверное, моя любимая, сейчас покажу. Наверное, моя любимая — это митигация бизнес-рисков, да. У меня даже есть такая тематическая небольшая картинка. Takes risk. Что такое митигация бизнес-рисков, да? Уменьшение рисков. То, что, наверное, больше всего интересует непосредственного заказчика, интересует бизнес-аналитика, интересует проект-менеджера, продукт-менеджера, оунера и так далее и тому подобное. О чем речь, в принципе? Cypress, E2E тестирование — это не только митигация, то есть не только уменьшение рисков, это, в принципе, инструмент, который предназначен для менеджмента рисков, для управления рисками. Это инструмент, который был создан в связи с такой задачей, что юнит-тест, интеграционные тесты, мануальное тестирование не решали все те проблемы, которые возникали при разработке программного обеспечения. Поэтому это, наверное, для бизнеса вот эта штука, она самая важная. Мы с новой версией какого-то приложения мы не потеряем своих клиентов, потому что мы ушли от этих рисков. Самый лучший способ уйти от рисков — это взять их под контроль, либо избежать их. Избежать их всегда не получается, поэтому нужно максимально брать их под контроль. И E2E тестирование — это именно такой инструмент, с помощью которого можно взять их под контроль. Обеспечение соответствия стандартам. Супер, опять же, крутая штука, потому что у нас есть юридические стандарты, у нас есть какие-то пользовательские стандарты, которые там постоянно меняются, и нам нужно постоянно проверять соответствие этих стандартов. Такая, опять же, довольно рутинная работа, где E2E тестирование нам помогает с этим справиться. Когда внедрять? Довольно вроде бы очевидный вопрос, но хотелось бы это подчеркнуть. Первое, что когда стоит внедрять E2E тестирование, это после разработки ключевого функционала. То есть у нас, по сути, уже есть какой-то функционал, который уже устоялся, который уже не будет меняться, мы это понимаем, он будет постоянный, там какой-то, допустим, создали там уже флоу регистрации, там, либо там какую-то платежную систему, мы понимаем, что вот там ближайшие там 7 версий он там не будет меняться, точно, вот мы уверены, а то и больше. Как бы мы не собираемся менять, нас полностью все это устраивает. Вот в таком ключе уже можно внедрять как раз-таки E2E тестирование. Стабилизация кодовой базы. Это, опять же, работа в команде, общение, коммуникация с командой, в данном случае коммуникация с разработчиками. Если разработчики понимают конкретно, что кодовая база уже, скажем так, относительно стабильна, вот, то мы можем внедрять, и не будет там меняться там либо язык, либо не будет версионность там какая-то меняться, вот, библиотеки меняться, либо в принципе там логика какая-то меняться, там не куча костылей, которые опять же потом в дальнейшем, скорее всего, могут там заменяться, потому что они будут противоречить друг другу. В таком ключе, да, E2E тестирование уже целесообразно вводить. Если же этого всего нет, то E2E тестирование
вводить нецелесообразно, потому что нам с изменениями в коде придется довольно дорого, временно затратно поддерживать наши E2E тесты, их изменять. И еще один момент, когда стоит делать. Опять же, представляешь, что у нас какой-то классный большой продукт перед крупным релизом, либо перед первым крупным релизом. Очень круто, когда у тебя есть E2E тестирование. Это то, о чем я говорил, о уверенности, о твердости шага, когда ты понимаешь, что там провел, у тебя юнит-тесты отработали, интеграционные тесты отработали, ты прогнал E2E тестирование, вот, мануальный тестировщик посмотрел, там, до этого там дизайн-ревью и так далее. Это вот то, что дает полный спектр, полный стек внутренней уверенности в продукте. Не одного человека, а всей команды абсолютно, да, то есть это то, когда вся команда имеет общее видение и общую уверенность в этом продукте. За счет чего? За счет того, что была проведена определенная работа, да, и это тестирование этому очень сильно помогает. Ну и такой у меня небольшой, скажем так, вывод. Наверное, первое — это важность этого тестирования. Мы сегодня уже видели, да, что E2E тестирование — это не просто еще один вид тестирования, это ключевой инструмент для, правильно сказать, гарантирования качества продукта. Он позволяет удостовериться в том, что различные компоненты системы работают вместе, как предполагалось, что машина едет нормально, что мы понимаем, что и двигатели, и тормоза, и все это, и все эти вещи, они вместе классно работают. И выглядит она круто. И мы едем и видим, что впечатление создает. И газку можно подать, и тормозит круто, и на дороге держится. Все это очень классно. Непрерывное совершенствование. Опять же, очень круто. Мы меньше тратим время на тестирование каких-то рутинных вещей. Мы уверены, что здесь и здесь все работает. Мы быстрее видим, когда у нас появляются какие-то непредвиденные ошибки, которые мы могли бы выкатить, и мы бы о них узнали уже по сведению каких-то, как это правильно сказать, какой-то аналитики, да, там от клиентов, грубо говоря, какого-то отзыва, обратной связи. Поэтому в быстро растущем мире технологий и бизнеса, где бизнес гонится за технологиями, а технологии гонятся за бизнесом, непрерывное совершенствование — это очень важный фактор. Баланс между затратами и выгодами. Тут все довольно сбалансировано, опять же, в любом подходе, в тестировании. В свою очередь, очень важно грамотно применять инструмент, когда это нужно. То, о чем мы говорили, на каком этапе это сделать, после чего это делать, когда этого не стоит делать, какой инструмент использовать и так далее и тому подобное. Поэтому да, вначале у нас большие затраты на поддержку, но в итоге мы приходим к качественному продукту, с которым работает, взаимодействует клиент, которому это нравится, который не попадает постоянно с каждой новой версией на новые баги. Вот, я думаю, что владельцы айфонов меня поймут. И в пример этому всему, это должно было быть типа как завершение, но я решил еще добавить одну штуку, чтобы это было более наглядно, да. Довольно много компаний по ресерчу используют E2E тестирование. Далеко не все большие компании. И, между прочим, из-за этого там, допустим, у Microsoft тоже когда-то возникали ошибки. Там, по-моему, при создании Windows 10 не было E2E тестирования. И было там автообновление, на Windows 10, что не очень понравилось пользователям. Вот две компании, которые довольно широко используют E2E тестирование, это Airbnb и Slack. Slack довольно на раннем этапе это понял, потому что осознали, что рынок довольно-таки загруженный, уже мессенджеров много, они внедрили немножко бизнес-логику, которая отличается от других мессенджеров, и, соответственно, хотели управлять рисками, минимизировать
и поместили наверх пирамиды качества тестирования E2E тестирования. То же самое Airbnb, да? То есть как бы на рынке уже есть гиганты, нужно качество, нужно, чтобы пользователь зашел, мы не потеряли деньги, и он прошел от регистрации вплоть до покупки аренды жилья, да, весь путь, и это все работало нормально, то есть как бы без каких-либо сбоев. То есть эти компании, они поняли это довольно рано. В завершение, наверное, единственное, что бы хотелось бы сказать, перед тем, как послушать вопросы, если они будут, это тестирование, E2E тестирование, юнит-тестирование, мануальное, автоматичное, да, как было сказано одним великим человеком. Разработка без тестирования — это как бежать на всей скорости с завязанными глазами. Прикольно, но куда приведет, непонятно. Надеюсь, у меня получилось донести суть. Ну и вот на завершение то, о чем мы говорили. Не совсем загадка, а больше на внимательность, скажем так. Если есть какие-то вопросы, задавайте, рад буду ответить. Есть ли инфа, какой коэффициент или, может, в процентном выражении, насколько тестирование положительно влияет на релиз продукта? Честно говоря, интересный вопрос. Статистика такое не задавался. Статистика — классные вещи, вот, статистику не обманешь, в общем-то. Но исходя из своего просто личного опыта, у меня его, не столь много, но уже немало, багов на этапе разработки обнаруживается очень много. То есть, с самого начального этапа разработки, еще там с создания макетов, создания какой-то документации и так далее. Если в нем не участвует человек квалифицированный, у которого где-то зрение, который работает с похожим продуктом, будь то это игры, что у нас там, гэмблинг, финтеч, либо там e-commerce какие-то классические, и он уже понимает, те вещи, где могут быть просто ошибки, про которые просто не учли и забыли, и которые влияют на user experience отвратительно или в плохом ключе, то на каждом абсолютно проекте. Не было ни одного такого проекта, что ты сидишь, нечего делать, нет проблем в проекте. То есть потенциально я думаю, что эта цифра колеблется в 90% плюс-минус. Либо другая ситуация, когда в таком случае релиз может быть очень сильно задержанным. Много ситуаций, много продуктов, которые совершенствовали и с тестировщиками, и без тестировщиков свой продукт довольно долго, когда он уже был не востребован на рынке, потому что уже были продукты просто лучше, потому что посчитали такие... У нас есть, посчитали такой активный, скажем так, нецелесообразно. У нас есть процесс SDLC, придумали его умные люди, которые Software Development Life Cycle, в котором есть, соответственно, стадия тестирования, стадия поддержки, на которой также проводится тестирование. Обязательный процесс, без которого невозможно создание программного обеспечения. Тут уже другой вопрос к бизнесу, кто его будет проводить, тестировщик или разработчик. Тут уже можно глубже размышлять, но я думаю, что это интересная тема, но может затянуться не на 1 час. Поэтому ответ такой будет, что по моему собственному впечатлению, я думаю, что это влияет очень сильно. Статистически нет, я не смотрел. Чата GPT спрошу, погуглю, посмотрю. Самому стало интересно. Может, еще какие-то вопросы? Где-то оно может быть праздным. Нет, там не применялось. Была такая возможность, в дальнейшем это будет. Она проявлялась немножко на другом проекте. И там тоже не лежала папка в проекте. И в данном ключе это не обязательное условие. То есть, E2E тесты не должны лежать рядом в папке. Можно вполне по домену просто
создать отдельный проект, который будет вообще там лежать на другом конце света, не в папке нигде, и запустить его, и он будет прогонять, просто опираясь на данные. Опять же, понятно, что если это более там серьезный подход, то, опять же, CI/CD и так далее, то он там будет лежать на GitLab и там прогоняться, потому что там уже нужны более там серьезный подход в плане того, что нужно там создание атрибутов для тестирования, да, то есть кастомных, которые будут конкретно вот использоваться для тестирования, так как там классы, другие, так сказать, endpoints, они могут изменяться по разным причинам, то это будет необходимостью, но это не обязательный фактор. Не обязательно, абсолютно. Но отвечая на вопрос, не применялось, нет. На другом проекте было. Ну, я могу сказать, что это для проекта, о котором ты говоришь, это нецелесообразно было. Вот, в этом нет нужды, скажем так. Я слышал о таком нашумевшем факте, что многие разработчики не любят QA, вот, но я не знаю, ну, типа, может быть, не любят. Мне кажется, что все зависит от общей какой-то цели. Мы все разрабатываем программное обеспечение, наоборот, типа, круто, если это не в каком-то... Если это... объяснить, да, что мы движемся к общей цели. Я вот покажу тебе, вот смотри, вот здесь как бы есть такой момент. Я не хочу тебя чем-то обидеть, задеть что-то твое личное. Мы движемся к общей цели, мы хотим создать крутой продукт. Потому что, ну, лично мое отношение такое. Мы создаем какой-то продукт, мы за него ответственны, это наше лицо. Я помогаю тебе сохранить мое лицо, а ты помогаешь мне сохранить мое лицо. Поэтому я думаю, что обид тут не может быть. Вернее, что такое есть, ну, скорее всего, есть. Вот. Я, честно говоря, в силу чего не знаю, как бы, но я не встречался с такими ситуациями, по крайней мере, напрямую, возможно, косвенно. До меня они не доходили, поэтому я... Да. Если вопросов больше нет, то всем спасибо. Всем спасибо, всем хорошего дня. Поскорее бы победа, и будем встречаться на наших рассказах чаще, и, возможно, даже уже в очном. Спасибо за внимание.